Исекай. Для кого-то это добротный жанр, а для кого-то мусор. Я мусор. Но порой хочется оказаться в мире, где ты становишься героем, спасаешь мир, и вокруг тебя кружится с десяток красивых девушек или мальчиков. Не принципиально. Как бы мы ни искали идеальный мир, в котором бы хотели остаться, чтобы избежать этого, жанр исекай нам подбрасывает каждый год что-то новенькое. Всем известно, что японцы еще те извращуги, и в создании сумасшедших фэнтези-миров им нет равных. И каждый может погрузиться в фантастический мир на любой вкус. Но сегодня мы рассмотрим самые странные и особенные аниме этого жанра. Если ты не можешь оторваться от своего смартфона хоть на минуту, постоянно пялишься в экран, как и я, то аниме в другом мире со смартфоном будет как-никак кстати. Итак, ГГ случайно убивает сам бог молнией, но он оказывается такой душкой и говорит: We're sorry. Вот тебе новая жизнь и смартфон с бесконечным зарядом и интернетом. И как же он будет использовать свой смартфон в новом мире, где такие технологии почти что магия? Гуглит, как приготовить мороженое, чтобы впечатлить девушек. Все мы уже горем научены, чем продолжаются сцены с мороженым. И как в исекай заведено, гарем начинает собираться как по расписанию. Первыми идут две миленькие близняшки. И дальше все по нарастающей. Принцессы, фури и даже андроид, с которой можно подключаться. В свой смартфон, конечно же. А вы о чем подумали? Ну и как же обойтись без разъедающую только одежду слизь, которая останавливается на самых интересных местах? И все бы ничего, но ГГ все же находит правильное применение своему смартфону, совмещая новые технологии и магию. Слава богу, что не для ТикТока танцует. Еще гениальность ГГ раскрывается тогда, когда он создает ствол с помощью магии моделирования в мире, где все сражаются с мечами и стрелами. Это моя гром-палка. Лучшее из всего, что было у нас в продаже в отделе спорттоваров. Если вы думаете, что уже видели все и вас уже нечем удивить, а что вы скажете насчет любви с гориллой? Их любовь начинается довольно стандартно, с обменом хорошими ударами. Все так спариваются в дикой природе, я полагаю. И по мере отхватывания люлей, горилла понимает, что человек-то непростой, поскольку до сих пор не скопытился. А самкам нравятся сильные особи. В ходе спарринга ГГ использует свою сильную сторону – вонючие подмышки. От такого наплыва феромонов горилла тут же влюбляется в него. Ну и вы знаете, чем такое заканчивается. Конечно же, свадьба. Но как же они смогут жить вместе? Они же разных видов. А тут нас выручит магический поцелуй из Шрека. Поцелуй меня. Если бы в этом исекай дело обошлось бы только гориллой. Кошечка, дешевая аква и даже ослиха. А местная гильдия авантюристов на самом деле БДСМ-клуб, в котором собраны репрезентации множества фетишей и извращений, а вступление в члены гильдии происходит через этого парня. Устроили мини-вечеринку, чтобы отметить твое вступление. Олаес, и ты тут. Но знаете, что может быть еще хуже? Так это переродиться в другом мире гоблином. Поздравляю, теперь вы зеленый, склизкий, вонючий. Гоблины, те еще ребята, они едят вообще все, что шевелится, и в пищу они употребляют не только животных, но и представителей других рас, таких как эльфы, орки и люди тоже. Кушают они много, и от такой сытной кормежки гоблины растут сумасшедшими темпами, через месяц уже взрослый, бородатый, готовый к работе и к новым военным преступлениям. Хоть и процесс поедания нам не показывают, но мы можем это понять, поскольку ГГ приобретает способности съеденных им существ, и становится понятно, от кого он приобрел навыки. Житель Вечного Леса, мастерство лучника, следопыт и скрытность. И кого нужно было съесть ради этого? В основном на обед шли особи мужского пола, а вот женского они в рацион не шли, их оставляли для размножения. Людоедство – это одно, но как насчет гарема, состоящего только из рабынь? В аниме «Гарем рабов в лабиринте другого мира» ГГ свой гарем буквально покупает. Тут гарем собирается не из романтики, приключений или сближений душ, а по прайс-листу. А девочки тут не для тяжелого труда на поле, а для более близкого служения своему хозяину. В этом мире существуют кварталы борделей,
где на витринах можно найти все, что пожелаешь, на любой вкус. И если у тебя есть деньги, можно купить любую, как в супермаркете. Главный герой – парень скромный, и для первой пробы выбирает себе собачку. Жаль, что у ГГ в начале истории денег хватило только на одну Роксану, и только под конец набирается целый, так сказать, гарем. И этот тайтл один из тех, кто ходит по грани, переходя из этих в тех. Но вот где недостатка девушек нет, так это в исекае «Зачатие, роди мне ребенка». 11 дев и еще плюс одна у него из своего мира. И какой-то летающий медведь. По факту эта сваха сводит ГГ с девушками. 12 серий, в каждой из которой он совершает любовный ритуал с одной или даже несколькими девами. Первый раз был со своей, потом пробный вариант для разминки, двойной священный ритуал любви сразу с двумя, с художницей, девушкой с раздвоением личности, личность которой выходит из нее и внешне как ее близняшка, дева-любительница, плети и пожестче, богатенькая жрица, которую ГГ случайно роняет об стол и похищает, чтобы об этом никто не узнал. Она теперь его заложница, и влюбляется она в него, только находясь в заперти. Кажется, это называется стокгольмским синдромом. Открывай ротик. Можно и пошире раскрыть. Юная пекарша, которая создает хлебобулочные изделия подозрительной формы. Жрица-курьерша. Еще 2 штуки. 12 дев позади, а мы только на 9 серии. Что дальше? Кто следующий на очереди любовного ритуала? И что бы вы думали, свои бубенцы начинают подкатывать и мальчики. В итоге перед ним стоят 2 горячих парня. Шутка, ничего не было. Но они пытались. Значит, это не парень. 13-й, оказывается, Отаку, косплеерша, немного суеверная, обожралась бумаги. Просто легкий понос. И все получилось не с первого раза. И медведю тоже досталось. Остается лишь один вопрос. Что делать с 13 детьми? Но что меня удивило еще больше, что есть такой исекай, где ГГ перерождается и не получает магии, не получает меча, не получает гарема, каких-либо навыков, скиллов и даже не получает рук. Он не может говорить и всю оставшуюся жизнь теперь может только извергать отвратительный визг, потому что он переродился в свинью. И он полностью смиряется со своим положением скотины, предлагая своей спутнице, которая к тому же единственная, кто его понимает, поскольку читает его мысли, продать себя. И его действительно покупают для того, чтобы он танцевал на потеху публики. И он танцует перед людьми в ошейнике, и всем нравится. Но в основном аниме милое. Ему повезло, что его спасла красивая служанка, которая услышала его мысли. Еще и этот странный фетиш любви девушки к свинье. И прогулки верхом на свинье. Аниме-то милое. Ситуация страшная. Очнуться посреди грязного сарая, обездвиженным в окружении толпы свиней, а эти животные известны своей всеядностью и нередко в реальной жизни съедали даже своих сородичей. Но с ГГ бы такого не произошло, ведь тайтл называется «Не ешь сырую свинину».